Рано или поздно игроки, познакомившиеся с локацией каньон, станут задумываться, а что делать дальше? Бесконечная резня фаланг и матадоров, один и тот же сценарий захвата и обороны, каждый день пребывания на каньоне превращают игру в день сурка. Как раз с этой проблемой был призван справиться патч 0.56, привнесший в игру множество нововведений. Но самой главной изюминкой патча стала новая PvP-локация «Испытательный полигон». Сегодня мы в деталях обсудим то, как она устроена, что она принесла и, главное, как на ней зарабатывать. Заваривайте себе кружечку горячего чая. У микрофона, как всегда, Марк, и я желаю вам приятного просмотра. Локация «Испытательный полигон», как и каньон, имеет свои ограничения для посещения, а именно наличие у игрока 30 уровня, без которого любые попытки попасть на нее не увенчаются успехом. В остальном же она полностью повторяет каньон. Она все так же заточена под фракционные войны и полностью нефункциональна для нейтрального игрока. Что уж говорить об одних точках входа. Кстати, с них мы, пожалуй, и начнем. В локацию «Испытательный полигон» можно попасть всего тремя способами. Первый, и доступный только лишь фракционным игрокам, это переход через проводников. Они, в свою очередь, расположены группами. Первая группа находится в локации «Туннели», в зале с торговцами, и разделена на отдельного проводника для Черного Заката и отдельно для Конфедерации. Вторая группа расположена на блокпостах в локации «Каньон», в здании магазина. Для каждого блокпоста свой проводник, который зависит от фракции, захватившей базу. Вторым способом будет использование любого военного телепорта. На экране при телепортации нам необходима точка 3301, расположенная в верхнем правом углу. И, наконец, третьим способом является физический переход, используя единственную точку входа через локацию «Каньон» в квадрате G18. Итак, выбрав любой способ входа, перейдем к изучению карты, открывшейся перед нами локации. Яркий песок пустыни каньона сменяется на лесистую местность, пустоши на развалины заводов и ангаров. Бегло осмотрев карту, давайте окончательно разберемся с точками входа. Локация «Испытательный полигон», как и каньон, имеет северную и южную часть. Выбрав северную часть, игрок в зависимости от фракции попадет или в квадрат E21, или в квадрат D37. Выбрав южную часть, игрок окажется либо в квадрате C46, либо A39. Военный телепорт перебросит игрока в центральную часть карты в квадрат C39. Физический переход с локации «Каньон» перенесет вас в квадрат A28. Закончив с точками входа, давайте перейдем к укреплениям. Но поговорим об этом не бегло, а детально изучив все аспекты. Проведя прямое сравнение с локацией «Каньон», можно увидеть, что полигон имеет два укрепления, но на количестве и заканчивается все сходство. В данной локации захватом одного командного ядра в центре деревни не обойтись. Найдя укрепление на карте, вы с удивлением можете обнаружить, что оно является нейтральным и не имеет таймера обратного отсчета. Сама механика захвата осталась прежней, но вот процесс изменился. Для того, чтобы укрепление стало под определенную фракцию, к нему добавляется 3 нейтральных маяка. Противоборствующие стороны
должны произвести захват и удержать в течение 2 часов все 3 точки. Но что из себя представляют данные маяки? Рассмотрим их более детально. Каждый маяк состоит из большой антенны, укрытия вокруг нее и множества роботов, которые охраняют маяк от желающих его захватить. Маяк не имеет вокруг себя защитного купола, но для захвата все так же требует установку подавителя защитного поля. К слову, зона для его установки довольно ограничена, поэтому ставить его нужно почти у самого маяка. Время от установки подавителя до возможности захвата сокращается с 3 до 1 минуты. Сам процесс захвата не отличается от взлома ядра на блокпостах каньона. Подходя к нейтральному маяку, роботы будут атаковать обе фракции, но до тех пор, пока одна из них не совершит его захват. После этого роботы становятся защитниками для одних, а противниками для других. На каждом маяке на верхушке антенны установлен световой индикатор. Если во время захвата вы уничтожили всех роботов, то он сообщит вам, сколько осталось до прибытия новой волны механоидов. Время обновления маяка составляет от 10 до 15 минут. Таймер над главным укреплением активируется только после захвата одного любого маяка. Как только таймер был запущен, теперь у вас будет 2 часа для захвата и удержания всех 3 маяков. Противоборствующая фракция будет всеми силами пытаться забрать их у вас. И вот в чем кроется еще одно отличие полигона от каньона. Если один из маяков будет принадлежать фракции противника или останется нейтральным, укрепление, относящееся к ним, станет нейтральным и заблокированным для посещения для обеих фракций, что полностью уничтожит все ваши старания. Если же захват прошел удачно, то основная база станет вашей на 8 часов для северной точки и на 12 часов для южной. По истечению данного времени укрепления, как и маяки, снова станут нейтральными, завершив цикл, после чего фракция снова потребуется попотеть, чтобы использовать его. Давайте внимательно рассмотрим само укрепление. Каким бы масштабным оно ни казалось изначально, реальность намного печальнее и сводится к одному небольшому пятачку пространства, на котором и будут расположены все органы для жизнедеятельности игрока. На любом укреплении в быстрой доступности вы найдете уже знакомые ранее горн, пресс, станок и химическую станцию. Рядом с друг другом находится почта, торговец и кладовщик. Но есть и уникальное для данного места устройство, которое раньше не встречалось в других локациях. Большой станок с ЧПУ позволяет создавать модифицированное высокоуровневое оружие с повышенными характеристиками. Также на каждом укреплении вы можете найти проводника, который перебросит вас в место под названием Арена дронов. Физически данная локация расположена посередине полигона, но по факту для оптимизации отделена от нее и является отдельной. Внутри каждый час появляется событие, которое позволяет собирать ценные ресурсы для создания модифицированного оружия. Давайте рассмотрим его более детально. Как я говорил ранее, раз в час на арене дронов стартует событие, которое позволяет собирать ценные ресурсы для создания модифицированного оружия. События южного и северного укрепления разделены и не зависят друг от друга. Внутри арены дронов действует No-ПК режим, отчего игроки не наносят друг другу урон. Само событие выглядит как отражение атак враждебных роботов, разделенное на волны, от меньшей к большей. Каждую новую волну появляется все больше и больше роботов, которые атакуют любую попавшую в их поле зрения цель. Также количество волн и набор самих роботов различен для северного и южного события. К слову о роботах, давайте наконец ближе с ними познакомимся. Начнем по возрастанию. Самыми мелкими и безобидными являются шокеры. Маленькие паучки, бьющиеся током на ближнем расстоянии, но могут уронить игрока, дополнительно выбив оружие из рук. Очень быстро уничтожаются и не представляют большую опасность. Гренадер, исходя из своего названия, кидает в вас гранаты на любую дистанцию, с которой вы нанесли ему урон. В одиночку не представляет сильную опасность, но вот несколько штук могут наделать бед. Голиаф является самым большим из доступных для убийства роботов, имеет большой запас прочности, но и зона для нанесения урона сокращается до квадрата в центре корпуса. Высокая скорострельность без перезарядки делает его опасным противником на открытой местности. Крепость – гусеничный робот, который использует как основной боеприпас винтовочный патрон. Уменьшенная скорострельность компенсируется высоким уроном и возможностью поражения за слабыми укрытиями. Поражается в антенный модуль, торчащий из корпуса. Глаз. Такая же гусеничная платформа, но с установленным модулем по типу Гатлинга. Высочайшая скорострельность, срезающая любого игрока вне укрытия за секунды. Не успокаивается при поиске целей, пока не уничтожит хотя бы одну из них.
Единственная маленькая слабая зона расположена с правой стороны корпуса. И, наконец, аннигилятор. Летающий робот, как приставучая муха, летает вокруг и жалит игроков лазерными ударами, дополнительно вызывая ожоги. Не так опасен в одиночку, как в совокупности с остальными, нанося кинжальные удары по и так ослабленным противникам. Если шокеров, гренадеров и аннигиляторов можно просто уничтожить, стреляя в корпус, не применяя дополнительные меры, то больших роботов предварительно необходимо обесточить, используя ими гранаты. Обездвиженный робот покажет свою ослабленную зону, в которой вам будет необходимо нанести поражение. Как я говорил ранее, для северной и южной базы события различаются. На северной арене всего 5 волн, в которых участвуют гренадеры, крепости и глаза. На южной арене 10 волн, в которых появляются шокеры и голиафы. Общими на событиях являются только аннигиляторы, которые как комары летают и кусаются в самый неподходящий момент. Гор на базе есть, но где взять ресурсы для плавки? На локации испытательный полигон размещены всего лишь 2 шахты, но на них места добычи не заканчиваются. В квадрате А5-4 расположилось хранилище отработанных радиоактивных материалов. Внутри глубокой штольни можно найти множество радиоактивной породы, но стоит быть осторожным, так как по всему периметру летает смертельная осьминожка. Выйдя на поверхность и перейдя к квадрату Е4-1, среди зарослей кустарника можно обнаружить вход во вторую шахту, которая уже богаче ресурсами. Внутри можно найти уголь, медь, золото и свинец. Но помимо ценных ресурсов, внутри появляются 2 фаланги, которые могут помешать вашей идиллии единения с камнями. Но помимо этого, среди хвойных насаждений по всей карте раскидано огромное количество камней хрома, никеля, меди, кремния и угля. Достаточно просто отойти от фракционных переходов, как тут же вы их и обнаружите. На локации испытательный полигон появилась новая уникальная гравитационная аномалия. Ранее в игре подобных аномалий не встречалось. Ее довольно хорошо видно издалека, так как она воздействует гравитацией на большие предметы, держа их в невесомости. На первый взгляд даже приближаться к ней опасно, так как электрические импульсы снуют туда-сюда по конструкциям в небе. Но присев на корточки, можно подойти к самому ее центру, где находится шарообразный сгусток энергии. Из него вам может выпасть артефакт «Черный шар», который известен по зоне отчуждения. Если взять его в руки, он вызывает резкие ожоги, к тому же сильно радиоактивен. Уникальным в данной локации является время его обновления, которое составляет всего 1 час. Для переноски требует средний контейнер и стоит 20 000 жетонов. На локации присутствуют сразу 3 таких аномалии в квадратах B5-8, F2-7 и F3-1, в которых каждый час появляются артефакты, что позволяет сделать охоту за ними дополнительным заработком в игре. Обсудив базовые понятия и механики на локации, давайте все же перейдем к главному вопросу. Как же на ней зарабатывать? Конечно, заработать жетоны можно многими способами, но в лидере выбиваются 5 основных направлений, а именно участие в событии на арене дронов, сборка модифицированного оружия, убийство роботов противоположной фракции на маяках и нейтральных роботов в местах их появления, убийство почерневших фаланг и убийство высокоуровневых бандитов на их месте стоянки. Список есть, так что предлагаю обсудить все по очереди. В событии на арене дронов нет ничего сложного. От вас требуется только наличие оружия, патронов и эми-гранат. Роботы ничем не отличаются от других монстров, за исключением необходимости использования эми-гранат для того, чтобы их обесточить. И то, это касается только больших механоидов. Чтобы получить доступ к содержимому робота после его убийства, вам необходимо, как и в случае с любым другим монстром, настрелять по нему определенное количество урона. Внутри шокеров и гренадеров можно найти такие ресурсы, как свинец, твердый пластик, резину, полимер, NDP-полимер, поломанные NDP-аккумуляторы, флешку с рецептом для крафта оружия, а также модули дронов, навигационный, питание и центральный процессор. С больших же роботов, в дополнение ко всему предыдущему, дополнительно выпадают производственные модули, которые имеют градацию по качеству от V1 до V4. О них мы поговорим чуть позже.
Но добыча с роботов не единственная награда, которую вы можете получить, участвуя в событии. Если все волны роботов отражены до конца таймера, и вы нанесли необходимое количество урона, то за выполнение события по окончанию вам начисляют дополнительный NDP полимер, резину и твердый пластик, а также выдают денежную награду в размере 300 тысяч жетонов на северном событии и 200 тысяч на южном, которые поровну делятся на всех участников, которые в нем участвовали. К тому же, как и за любое другое событие, у вас есть шанс получить чертежи для улучшения вооружения. Пришло время познакомиться с новым оборудованием на укрепление, а именно станком с ЧПУ. При установленном модуле на КПК с рецептом на создание оружия нам открывается возможность из собранных на арене дронов ресурсов, а также слитков стали, собирать модифицированные стволы, которые будут превосходить базовые образцы по определенным показателям. Самым главным для создания оружия является производственный модуль, который определяет величину улучшения. Самым слабым и распространенным является модуль V1, а самым редким V4. Игрокам доступно 3 пути развития. Создание слабых пушек на продажу торговцу из модулей V1, V2 и V3, для чего самой выгодной является MSR-12, чья базовая цена самая высокая. Создание слабых пушек для разборки их на части и создание кейсов улучшения в последующем. И самым рискованным является крафт оружия из модуля V4, чтобы получить в итоге самую лучшую заготовку, которую можно будет превратить в PvP или PvE экземпляр. И его как можно улучшить самому, так и продать заготовку на комиссии или в руки человеку. Но из модуля V4 может выйти как и достойный образец, так и полный шлак, как из V1. Поэтому нужно думать, стоит ли рисковать или продать V4 за большие деньги другим игрокам. Когда маяки захвачены противником или стоят в нейтральном положении, вам открывается возможность уничтожать роботов толпами, стоя, сугубо говоря, на одном месте. Каждый маяк состоит из 8 шокеров, 4 гренадеров, 2 голиафов и 10 аннигиляторов. Независимо от того, убили вы всех роботов или нет, маяк обновляется каждые 10-15 минут, что сопровождается срабатыванием телепорта, который может вас убить, если вы будете находиться к нему слишком близко. Некоторые маяки имеют уникальную особенность в виде широких густых кустов, под которые можно залезть. Роботы, ходя вокруг, будут терять вас из виду, а толстые ветки будут частично закрывать от их снарядов. Поэтому, прилочившись, можно истреблять механоидов, не получая урон. Понимание, какой куст является правильным, придет к вам опытным путем. Но помимо роботов на маяках в квадрате C36 и G37 расположились места дежурства нейтральных роботов, которые атакуют любого игрока. Состав их команды поредел и состоит только из 2 гренадеров и 2 голиафов, но и время появления сокращается до 5 минут. Знакомые нам ранее по каньону фаланги перекочевали на локацию испытательный полигон, но на полигоне они получили существенное улучшение в виде поднятого базового уровня до 16, а максимального до 23, что значительно увеличивает опыт, который можно за них получить. Все остальное осталось по-прежнему. Новых фаланг можно встретить в квадратах F27, D34, D44, C47 и B61. В квадрате D28 расположилась подземная стоянка техники, которую сделали своей базой банда высокоуровневых головорезов. Всего на стоянке появляется около 12 бандитов, которые вооружены всеми высокоуровневыми стволами, кроме L96. В подземную стоянку есть 3 входа. В квадрате D27 расположился главный вход на нижний уровень, в котором расположилась большая часть банды. В квадратах C24 и D29 боковые входы по железной дороге, которые ведут к верхнему уровню стоянки. В их вещмешках после убийства можно найти такие вещи, как титановый порошок, аптечки, лечебные гранаты, щиты, лечебные стимуляторы, выстрелы к РПГ, а также поломанные высокоуровневые стволы. Время появления после полной зачистки стоянки от бандитов составляет от 10 до 15 минут. Ввод новой локации был таким же ожидаемым событием, как и сейчас ожидание новой локации Предгорье. Игроки погрязли в каждодневных захватах на каньоне, им срочно нужно было что-то новое. К тому же, до ввода полигона, после 35 уровня убийства Матадоров и Фаланг становился единственным способом быстро прокачать уровень. Новая локация дала новое дыхание для старых игроков, дав им и повод снова заходить в игру. Роботы стали новым отличным видом заработка. То, что локация рассчитана в основном на фракционных игроков, положительно сказалось на захватах, на которых перестали ходить нейтральные игроки.
Если на каньоне вы еще могли видеть нейтралов, то полигон для них банально неудобен. Основные укрепления после старания на захвате надолго становятся под определенную фракцию, что дает возможность полностью окупить все старания. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен, и вы почерпнули из него что-то новое. Жду ваших комментариев с предложениями о новом контенте. С вами был Марк, и я желаю, чтобы война была только на экранах ваших компьютеров.